Итак, сегодня у меня, значит, такие пробки. Эта пробочка закручивается в трубу. Ну, то есть вот резьба М64-4. Значит, у нас шестиугольник. Значит, выглядит это все так. На данный момент я делаю только саму вот эту пробку. Вот так она должна выглядеть. У меня этих деталей всего около 52 штук на данный момент. Значит, это мне нужно торцевать вот это все для того, чтобы дальше поставить то на ЧПУ и на ЧПУ уже начинать торцевать это в размер. Значит, тут такое количество я уже проторцевал. Что получается? Значит, какой-то очень невнимательный человек взял и порезал это, но порезал это неровно, то есть видно, оно как бы все подумало. Из-за этого мне приходится торцевать, потому что в одну из частей будет заезжать сверло, значит, сверло с твердослойными пластинами, и для того, чтобы сверло не вело по сторонам, короче, должна быть ровная плоскость. Не очень, здесь практически дотрагивается до патрона, а здесь вот так вот, чуть ли палец не влазит. Ну, как бы, то, что есть, то есть. Ничего с этим не поделать. Нужно исправлять. Помимо этого, мне нужно как минимум 3 точки. То есть раз, два, три. 3 точки, потому что на токарном ЧПУ у меня такие кулачки, там где упор только на 3 точки. Для того, чтобы я просто вставил и эту плоскость уже сделал в размер. Значит, торцую я на максимальных подачах 1,1Б. Это у нас 4 десятки получается наоборот. Сейчас покажу, как это выглядит без ускорения. Итак, фасочку сделали. Размер должен быть не больше 32 мм, потому что у меня уже написано в программе этот размер под торцовку на ЧПУ. Так, закончил я уже протачивать все заготовки и нашел комплект, который не прошел фейс-контроль, такой старый. Сейчас расскажу, для чего это. Вот эта втулка вставляется в трубу камина. И в эту втулку, значит, вкручивается вот эта вот пробка. Потом какой-то человек, значит, приходит, откручивает пробку, вставляет какой-то прибор сюда специальный и проверяет загрязнение камина, значит. Ну, то есть по факту оно служит не для чего. Ничего точного в этой работе нету. Значит, выставил я резерв, выставил материал, выставил, значит, все размеры. Так, как это работает? Значит, программа Match 3. На токарном станке нажимаем старт. Оно сначала подъезжает. Значит так, первый раз оно делает 1 мм с 22 с 32 на 31 мм. Потом от 11 мм ведет замедление подачи на 0,07, то есть на 7 соток. Было 1,5 десятки, стало 7 соток. Потом следующий проход у нас 30, то есть еще 1 мм. И последний проход будет
полмиллиметра со скоростью, по-моему, 17 соток. Вот она видно. Видно, значит, скорость, вот 17 соток. Вот она, последняя подача. Ну и каждый раз, естественно, потому что материал, что ты забыл сказать, это нержавейка, и она, как бы, знаете, что очень вредная при обработке, особенно при маленьких диаметрах. И вот как раз очень хорошо, когда диаметр уменьшается, оно замедляется, получается, и дает очень хороший результат. Что мы видим? Ну, довольно-таки хорошо и все. Сейчас покажу, тут у меня уже есть вот так вот все. Очень хорошо. Значит, закончили эту операцию. Пройду к следующей, и следующую уже начну вам показывать. Так, выставился я уже на вторую операцию. Вот так вот она выглядит. Тут уже нарезана резьба и сделано такое вот отверстие. Так, смотрим. Первый резец стоит вот здесь вот. Номер 1 это просто проточка наружного диаметра. Значит, она протачивает диаметр под резьбу и заодно делает фаску в начале. Потом следующее у нас идет сверло. Диаметр 34 мм. Сверлится отверстие. Дальше отверстие, я уж не помню на какую длину. Потом расточной резец. Растачивает до диаметра 50 мм. Этот диаметр сделан для того, чтобы потом можно было с внутренней части детали взять ее в клочки. Следующая операция это вот такой отрезной резец. Он делает вот здесь вот канавку для выхода резьбового резца. Ну и последняя операция, значит, резьбовой резец. Он, ну, естественно, нарезает резьбу, логично, да? Нарезает резьбу, потом у меня вот такая как бы пробка, не пробка, как это назвать, не знаю даже, для проверки резьбы. Она под все детали обязательно должна быть одна единственная, так же как и наружная резьба должна быть всегда одна единственная под все детали, чтобы заменять между собой и все всегда вкручивалось. Так. Ну и сейчас покажу, как это все происходит. Обязательно нужно проверить, нормальная резьба или нет. Вот так вот, значит, резьба у нас хорошая. Еще докручиваем не до самого конца, вот примерно до конца и чуть-чуть назад. И проверяем, насколько хорошая резьба. Значит, она не может быть не тугая и не может сильно болтаться. Значит, все хорошо. Делаем дальше. И, значит, следующая операция, останется только проточить обратную часть. Я думаю, что показывать я это уже не буду, потому что тут выполняют работу всего лишь один резец. Протачивает торец, потом делает фаску, протачивает диаметр под шестиугольник, делает этот торец и протачивает наружный диаметр здесь и делает с обратной стороны фаску. Ну и точнее с этой стороны фаску и с обратной. То есть это все выполняется одним резцом.